Друзья, всем привет! В сегодняшнем выпуске я расскажу, как правильно научиться взбивать молоко на профессиональной кофемашине. Данный выпуск будет полезен, конечно же, начинающим бариста, как домашним, так и бариста, который собирается работать в кофейне, и тем, кто уже работает, и даже, возможно, специалистам, которые занимаются подготовкой бариста. Потому что часто я вижу, что они тоже допускают некоторые ошибки, и я поделюсь с вами своим опытом. Итак, с чего нужно начинать? Для того, чтобы нормально работать с молоком, вам желательно приобрести 3 питчера. 2 одинакового размера и третий питчер должен быть большего размера. Вот этот питчер двухпорционный, объем его 600 мл, вот этот питчер однопорционный, его объем 350 мл. Зачем нам такое количество питчеров? Для того, чтобы мы могли переливать молоко, после взбивания подготовить его для вливания. Чем лучше перемешаем молоко, тем более сбалансированный и правильный будет напиток и более качественная будет картинка. А большой питчер нам нужен для того, чтобы взбивать 2 порции молока и для того, чтобы учиться взбивать. Значит, с чего мы с вами начнем? Смотрите, положение питчера на кофемашине – это очень важный момент и очень важный фактор, то, на что стоит обращать внимание. В зависимости от того, работаете вы с правым либо с левым питчером, это положение будет меняться. На что стоит обращать внимание? Во-первых, бариста всегда работает 2 руками. И старайтесь учиться это делать с самого начала. Потом переучиваться будет сложно. Не делаем никогда перекрестных движений. То есть, если вы хотите протереть стимер, в данном случае это нужно делать только левой рукой, а правой рукой открывать пар, если есть такая необходимость. Вот такие движения запрещены. Если я работаю с левой стороны кофемашины, то именно левая рука является опорной рукой для питчера. То есть в этой руке я держу питчер, для того, чтобы правой рукой я мог управлять кофемашиной, останавливать варочные группы и вообще контролировать процесс с этой стороны. Если же вдруг я нахожусь с обратной стороны, то все эти действия мы отзеркаливаем. То есть питчер перемещается в правую руку, а левая рука, соответственно, у меня управляет кофемашиной. То есть вот здесь я управляю этим процессом. Всегда наклоняем питчер к управляющей руке. Та рука, которая выполняет активные действия и является управляющей рукой. А эта рука просто выполняет функцию подставки. Но важной подставки, потому что правильно держать питчер нужно жестко, для того, чтобы он не болтался, иначе пузырьки будут получаться большие. Вот таким вот образом работаем. То есть, если я работаю с этой стороны, начинаю работать, то, соответственно, вот таким вот образом я протираю стимер, открываю пар. Часто новичкам очень сложно найти ту сторону, на которой удобнее всего работать. Поэтому начинайте с той стороны, которая вам кажется проще. Не надо сразу учиться работать и справа, и слева. Если вам проще справа, начинайте справа. Но приучивайте себя к тому, что в зависимости от того, где вы будете находиться, рука и положение питчера меняется. Смотрите, странно очень выглядит, если я возьму питчер вот таким вот образом, наклоню его еще от себя и буду вот тащить сюда руку для того, чтобы открыть пар, а потом управлять кофемашиной. С чего начинать тренировку, процесс обучения в взбивании молока? Во-первых, используйте большой питчер на 2 порции. Но большего не нужно, то что на 4 порции тоже питчер не нужно. Зачем? Почему это важно? Потому что у вас будет больше времени для того, чтобы подумать, если произошла ошибка, чтобы ее исправить и получить хороший результат. Несмотря на то, что если вы начнете с маленького питчера свои тренировки, скорее всего, вы быстрее получите качественное молоко. Но этот результат будет нестабилен. Вы один раз получите классный результат, а потом несколько раз у вас будет не получаться. Нам важно закрепить не только мышечную память, которую мы будем вырабатывать в процессе тренировки, но и также эмоциональный, психологический результат. Вы должны уходить с занятия с ощущением, что вы сегодня преодолели какое-то препятствие и достигли какого-то определенного уровня. Именно по этой причине мы используем двойной питчер. Сначала стабильно научились взбивать молоко здесь, потом переходим на маленький питчер. Второй фактор. У меня здесь в питчере сейчас находится самая обыкновенная вода. В эту воду вы добавляете буквально несколько капель моющего средства, то есть вот буквально несколько капель, и она в процессе контакта с стимером будет вспениваться примерно так же, как молоко. Но пена будет более рыхлая, при этом вода будет нагреваться быстрее, и температура финальная будет более высокая, чем у молока. Но вода выполняет не только функцию экономии полезного ресурса, такого как молоко. Вода выполняет важную психологическую функцию. Когда вы начинаете тренироваться, вам страшно испортить полезное молоко.
вы каждый раз стрессуете, когда вы открываете стимер с молоком. На воде ничего страшного, не получилось, переделали. Если воду охладить, то есть положить ее в холодильник перед тем, как тренироваться, то эта вода будет еще лучше для тренировок, потому что будет больше времени для того, чтобы разобраться, что же там происходит и как правильно взбивать молоко. Добавили пару капель моющего средства, налили воды примерно половину, чуть больше половины питчера, но мы сейчас поставим питчер на весы, и я покажу, как поначалу наливать объем молока на весах. Вообще среднее значение это 170-180 мл на одну порцию, но есть нюансы, потому что есть разные питчеры, разные чуть формы. Сегодня много производителей, поэтому поначалу лучше взвешивать. Итак, вот смотрите, я наливаю молоко уже в этот питчер маленький. И будем сейчас с вами взвешивать, сколько оптимальное количество помещается в этот питчер. Вот 180 мл, в принципе, видите, стандартный объем. Этого молока достаточно для того, чтобы было пространство для взбивания и пространство для перемешивания в дальнейшем молока. Как научиться взбивать? Для начала я вам советую сделать следующее. Поставьте питчер и стимер вот так вот ровно друг напротив друга. Именно носиком нужно упереться в стимер. Убедиться, что стимер смотрит на ручку питчера. И первое время, пока вы обучаетесь, в этом положении фиксируйте стимер. Дальше смотрите, мы с вами убираем пар. Всегда работаем двумя руками, подготавливаем стимер, угол наклона примерно 45 градусов, но можно такой, который вам удобен, это не обязательно. В первое время вы обязательно фиксируете вот здесь в носике ваш стимер, для того, чтобы запомнить, как это будет происходить. И целимся в центр питчера. Стараемся поначалу питчер держать в максимально горизонтальном положении, то есть не наклонять его на себя, от себя, максимально ровно. И отклоняем к стенке, которая находится со стороны управляющей руки. В данном случае наша рука это правая рука. Погружаем стимер примерно на 80% от объема носика стимера, ну или на чуть больше в зависимости от того, какая мощность пара и какие отверстия, сколько отверстий в этом стимере. Если мало отверстий, то погружаем чуть меньше, если там 4-5, то погружаем чуть-чуть больше. Зафиксировали. Дальше я рекомендую держать питчер за ручку, не нужно его обнимать, потому что рука быстро будет привыкать к нагреванию. Нам нужно контролировать температуру буквально пальцами. Первое время не стремимся к тому, чтобы получить идеальный результат. Просто поставили, задача больше всего зафиксировать питчер, чтобы рука не дергалась. Открываем пар и контролируем. Если пены нету, слегка питчер опустили вниз. Движение вниз либо вверх делаем очень медленные, очень плавные и буквально по чуть-чуть. Всегда контролируем такой процесс, чтобы пузырьки были как можно мельче. Чувствуете, питчер нагревается, потрогали, слегка убрали, пальцы потрогали, слегка убрали. Когда стало припекать, закрываете стимер. В принципе, вот у нас из обычной воды и моющего средства получился вот такой результат. Это уже неплохо. Если вы дойдете до этого результата, будет то, что нужно. Обратите внимание, что здесь у меня не полный питчер. Видите? Минимум 25%, 30% питчера остается для того, чтобы потом можно было это молоко перемешивать. Вот таким вот образом. Перемешивать и получать однородную такую молочную массу. Приготовили пену. Сразу нужно произвести уборку стимера. Протираем, убираем остатки молока. Обязательно стимер протираем сверху вниз и нижнюю часть, потому что здесь тоже остаются остатки молока. Эту привычку нужно вырабатывать с самого начала. Закрепили результат и повторяйте это минимум 20-30 раз. Даже если у вас получилось с первого раза. Зачем повторять много раз? Для того, чтобы у вас выработалась мышечная память. Для того, чтобы вы прошли вот эту точку стресса, когда вам страшно, каждый раз вы открываете, вам кажется, что сейчас все выскочит наружу. А возможно, у кого-то из-за неправильной постановки в самом начале так и произошло. Вам кто-то объяснил, вы открыли пар, и у вас все это молоко либо вода вылетело на вас. И у вас страх еще больше. Поэтому не спешите, уделите время постановке питчера. Это лучше, больше нужно потратить времени, чем на весь процесс взбивания, потому что это самое-самое главное. Сейчас мы с вами будем взбивать молоко, я покажу, как это делать с обратной стороны. И в принципе точно такой же. Но в маленьком питчере мы стимер держим ближе к центру, не отклоняем его к самой стенке, а ближе к центру. А так процесс точно такой же. Работаем двумя руками.
И видите, здесь сейчас стимер немножко наклонен. Я для того, чтобы лучше поставил сначала питчер, для того, чтобы выровнять стимер, и потом просто потянуть его на себя. Не старайтесь первое время тащить его вправо либо влево. Поставьте питчер ровно, убедитесь, что стимер стоит ровно относительно ручки питчера, и потом просто потяните его на себя. Двумя руками подготавливаем для взбивания эту часть кофемашины. Открыли пар, протерли стимер. Поставили питчер, только уже я держу его в правой руке, а левой рукой корректируем. В маленьком питчере всегда как можно глубже опускайте стимер, потом подкорректируйте, потому что мощность пара может быть большой, и просто не будет возможности сделать корректировку. Поставили, все вращается, молоко взбивается. Здесь ничего сложного нету. Если хотите больше вращения, чуть больше наклона сделали, видите, увеличил скорость вращения, чуть меньше. В конце приподняли и перекрыли пар. Сразу поставили питчер в сторону, убрали стимер и подготавливаем молоко для работы. Сейчас я покажу, как молоко перемешивать и переливать в соседний питчер. Если вы собираетесь пользоваться вторым питчером, то необходимо его прогреть. Буквально наливаем небольшое количество горячей воды и подогреваем питчер, чтобы молоко у нас не остыло из-за того, что мы собираемся просто его разделить или перемешать, перелить в соседний питчер. Переливание нужно, конечно же, если вы взбили в большом питчере и хотите разделить молоко. Иногда оно нужно потому, что вам больше удобно взбивать вот в этом питчере, а, допустим, выливать вот в таком питчере. Но такие питчеры бывают разные, поэтому в этом случае тоже нужно использовать процесс переливания молока. Переливаем молоко всегда на стенку, вот эту стенку соседнего питчера. Никогда не льем сверху, потому что если вы будете наливать сверху, то образуются дополнительные пузырьки. Переливаем аккуратно на стенку, то есть держим и переливаем на стенку вот этого питчера. Каждый раз, когда вы собираетесь делать переливание, делайте обязательно помешивание и переливание. То же самое мы делаем, если у нас двойной питчер, но там есть нюанс с разделением молока. То есть там молока и молочной пены. Там первое движение делайте более активно, для того, чтобы сбросить как можно больше молочной пены. Вот такие движения будут больше сбрасывать молочной пены, и тогда будет получаться, что у вас в двух питчерах будет одинаковый продукт. Друзья, в этом выпуске все. Это основная информация, которая нужна для того, чтобы научиться правильно взбивать молоко. В следующем выпуске, если этот выпуск наберет 5000 просмотров и хотя бы 200 лайков, я расскажу о том, как правильно вливать молоко в кофе и делать первый рисунок. Здесь тоже свои есть нюансы, на которые стоит обращать внимание. Здесь очень важно еще, если вдруг вы перешли из воды на взбивание молока, и в какой-то момент у вас просто перестает получаться, возвращаетесь опять на воду, значит, вы просто начинаете очень сильно волноваться, переживать, что у вас здесь не получается, и оно не получается еще больше и больше. Возвращайтесь опять на воду, убедитесь, что у вас здесь хороший результат, и после этого переходите к взбиванию молока. Тренироваться с водой можно, естественно, как на большом питчере, так и на маленьком, вообще на любом объеме. Это просто для того, чтобы в первую очередь снять психологическое напряжение. Помимо моющего средства продаются специальные концентраты для бариста, которые вы можете купить, они есть в интернете. Если я найду ссылочку, оставлю под этим видеороликом, которые можно использовать для того, чтобы имитировать вот такое молоко. Тоже полезная штука вот с точки зрения эмоционального восприятия и процесса взбивания молока. Помните, что стимер не взбивает молоко. Он подает горячий пар, который нагревает молоко. Молоко взбивается в тот момент, когда вы создаете вращение, и воздух попадает внутрь молока и остается там, в принципе, фиксируется, нагревается, остается там. Как он там остается, в какой форме это происходит, как это вообще работает в молоке. Если такие темы вам интересны, пишите, обязательно сниму отдельный специальный выпуск. У меня все. Спасибо, что подписались на канал. Пока-пока.